Всем привет, с вами Дэн. Ну что ж, пора принять глицинчика, а? О, пилоты кварцевые. Так, значит, по комплекту здесь, ну, в принципе, стандартно для глицинов в современном мире, да. Тут аж две поналожили инструкции по работе с часами. А, нет, это разные. Короче, ну, в хозяйстве пригодится. Но я думаю, мы с вами разберемся все-таки здесь. Кварцевый пилотик. Неплохая коробонька. Пора распаковать, а потом поговорим более детально. И также, значит, у нас здесь глицин или глайсин, да, продается в аптеках без рецепта. GL0348 референс у этой модели называется Air Pilot, в общем, воздушный пилот. И здесь, как видите, пилот у нас кварцевый, калибр здесь стоит Ronda 515, GL802 ее называют сам глайсин, Swissmade, то есть швейцарская Ronda здесь, да, не азиатская, 100 метров водозащиты, что неплохо, сапфировое стекло, стальной корпус, стальной браслет и Swissmade производства. Ну и что касается ритейла, то он, как всегда, у Глайсин супер завышенный, $850. Естественно, за эти деньги часы не продаются, их продают, ну, до $250 на американских площадках. У нас, если завозят, то продают как смогут. Ну, в общем, вы понимаете, да, то есть дешевле 30 тысяч рублей в любом случае они должны стоить. 44 у нас по диаметру, высота 11 с небольшим, по браслету 22, 53, 50, так, стоп, 53,5 от ушка до ушка. Пилот такой достаточно крупненький, но без перегибов. Мое запястье 18,5, как видите, посадочка неплохая, потому что корпус невысокий, ушки хоть достаточно длинные, но вниз аккуратно загибаются, браслет крепится приятно, нигде ничего не торчит по первому звену. В общем, все так аккуратно, неплохо. И у нас две головки, одна из них отвечает за, собственно, часы, а вторая это внутренний безель, который здесь, он тут зафиксирован. 24 часа, потому что у нас GMT, уже видите, да? Четвертая стрелочка, GMT можно смотреть, время во втором часовом поясе. И Глайсин вообще славится своими GMT часами, потому что у них огромное количество разнообразных GMT, как механика, так и кварц. Ну и... здесь тоже у нас завинчивается головочка, и вот, пожалуйста, внутренний безель с разметкой GMT вы можем перемещать, и очень удобно этим всем пользоваться. Ну, круто. И более того, конечно же, выглядит это солидненько, да. Кстати, сделали тут специальное красное колечко для того, чтобы как раз оперировать, ну, как, видимо, стрелкой GMT, как раз внутренней разметкой 24 часа. Прикольно. Прикольно вообще глицин или глайсин исторически, это, конечно же, пилоты, многие модели культовые, легендарные. Сейчас модельный ряд, конечно же, сильно расширился, но вот эта вот квинтэссенция пилотов, она как раз присуща Глайсин. И что мне в них больше всего нравится? Конечно же, то, что цены как были, так и остались весьма и весьма адекватными. Ну, если, конечно, не говорить про ритейл. Ну, это такой Invicta стайл у Глайсин давным-давно уже, когда цена, в общем, на бирке одна, а в реальности она всегда другая. И вот эта реальная цена, она всегда весьма и весьма приятная. Кстати, на задней крышке здесь такое под милитари стилистику. Основные характеристики прописали. Сапфир, сталь, 10 атмосфер. Название, ну, что, приятненько, да. Застежка здесь, конечно, такая не пилотская, а я бы сказал гражданская, зато в повседневной носке это будет намного более приятно, да. Кстати, браслет про запас хотел посмотреть, чего у нас тут остается. Ну, сантиметра 3 есть про запас. В общем, неплохо. И давайте смотреть на отделочку. Здесь все сатинированное, все матовое, ну, пилот, сами понимаете, ран симпатичный, сложной формы, плоский здесь циферблат, объема немножко добавляет вот эта внутренняя шкала 24 часа, и знаете, здесь есть интересный момент, она снизу от отметки 3 до 21 как раз таки с синей раскраской, а верхняя часть черная. А вот центральная часть у нас циферблат, солнечные лучи.
он здесь синий. И разметка такая типичная в немецком стиле пилотская, когда разметка только минутная имеется. Часовой здесь, по сути дела, и нет. Ну, есть еще разметка 24 часа. Кстати, напишите, пилоты, как вам такая разметка вообще? Удобно ли в хозяйстве? Или стиль главное, да, или удобство? Вот тут хороший вопрос. Но циферблат выглядит симпатично, с читаемостью здесь все в порядке. И, как всегда, у глицина все, знаете, вот, ну, на своем месте, достаточно приятно и проработано. Приятное сатинирование, здесь все без вопросов. Оно, конечно, не выдающееся, но, опять же, вспоминаем, сколько эти часы в реальности стоят. Браслет тоже неплохой, такой ойстер-стиль, сатинирование, ну, никаких, опять же, у меня нареканий по нему нет. Давайте тогда взвесим этих красавчиков и потом уже посмотрим подетальнее макро. 176 грамм, неплохо. На браслете, кстати, они классно смотрятся, и надо брать их именно на браслете, но я бы, наверное, хотел бы их еще посмотреть на каком-нибудь матовом черном ремешке, чтобы вот именно циферблат как-то выделить побольше. Так, ну вот, как я говорил, здесь два цвета на внутреннем безеле. Симпатичный циферблат. Такие достаточно объемные метки. Классические пилотские стрелки. Дата белого цвета контрастная. Кто любит, тот будет в восторге. Головки, кстати, приятные, с логотипчиком. Ну и вот сатинирование. Да, углы здесь не самые, может быть, лучшие. Но в целом все достойно, на приятном уровне. И по браслету тоже окей. Что по итогам? Весьма и весьма приятный пилот, если его по адекватной цене купить. Адекватная цена, сами понимаете, довольно-таки сложно, потому что нужно заказывать через посредника, да, например, в США, на том же Амазоне или на других площадках. Но если вот в эту цену уложиться, там $250 плюс-минус, с учетом всех этих обменных курсов, посредников и так далее, прикольная моделька, вполне себе приятненький такой пилот на каждый день. Сапфир 100 метров есть. Собственно, что еще нужно? Пишите, как вам эта модель, какой еще глицинчик показать. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.